Привет, друзья, это Клирик. Россией на протяжении многих веков правили разного рода ублюдки. Это и психопаты-самодуры, и аферисты, и старики-маразматики, и номенклатура. Но чтобы ей правил откровенный преступник и убийца, поведение которого характеризует его как психически больного человека, такое произошло за эти несколько десятилетий впервые. О Путине, о его психотипе уже говорено-переговорено, но многие еще до сих пор идеализируют этого физически, психически и духовно неполноценного человека. Поговорим сегодня о его противоречивом детстве, ведь все мы родом из детства. Любопытными для меня показались сведения о раннем детстве современного российского диктатора. Из личных характеристик, в том числе данных в разное время психологами, физиогномистами, выпирает его ущербность, уходящая корнями в детство и во многом сформировавшая его характер. Обидчивость, завистливость к тем, кому удача благоволила с детства, злопамятность, мстительность, желание получить реванш – эти качества личности, характеризующие Путина, часто являются следствием психологических травм, полученных в детстве. Но я никак не мог понять, что именно так травмировало маленького Володю, ведь в его официальной биографии ничего особенно травматичного не просматривалось. Самим Путиным его семья описана как благополучная и крепкая. Однако этот период крайне беден какими-либо фактами, подробностями и свидетельствами. Существует интересная версия, высказанная польской журналисткой Кристиной Редлих, с книгой которой я решил ознакомиться в эти дни. Ее еще называют польской Анной Политковской. Согласно этой версии, настоящей биологической матерью Путина является не Мария Ивановна Путина в девичестве Шеломова, 2011 года рождения, а совсем другая женщина, Вера Николаевна Путина, 1926 года рождения, уроженка города Очора Пермской области и по сей день проживающая в селе Метехи Каспского района Грузии, примерно в часе езды от Тбилиси. С 3 до 9 лет, согласно этой версии, жил в Метехи и нынешний президент России. Вера Николаевна, утверждавшая, что является настоящей матерью Путина, рассказала в одном интервью следующее. «Происхождением я с Урала. Там же получил образование в техникуме. Во время учебы я познакомилась с одним парнем. От него в 1950 году я родила Вову. Его отца я даже не хочу вспоминать. Он меня обманул. Я уже была беременна, когда узнала, что у него есть семья. Я сразу же ушла от него. Целый год Вову фактически растили мои родители. Потом, когда я была на практике в Ташкенте, я познакомилась с моим нынешним мужем Георгием Осипашвили. Он был в армии тогда. Когда я вышла за него замуж, мы переехали в Метехи, и через некоторое время моя мать привезла Вову сюда. Тогда ему было 3 года. Но вскоре, когда у нас пошли собственные дети, муж был недоволен, что Вова находится здесь. Бить его он не бил, просто не хотел, чтобы Вова находился здесь. Кто хочет чужого ребенка? Один раз сестра мужа даже тайком от меня отдала Вову какому-то бездетному майору. Я его еле отыскала и вернула обратно. Пришлось отвезти Вову к моим родителям, которые хотели, чтобы я сохранила свою новую семью. Фактически получилось, что я поменяла Вову на девочек. После этого я его больше не видела, хотя постоянно искала его и спрашивала у родителей, где он. Никто ничего мне не хотел говорить. Позже я узнала, что Вова, уже будучи в КГБ, запретил всем говорить мне, где он находится. Рассказала она также и о том, что приезжали люди из ФСБ, как изъяли все семейные фотографии и запретили говорить что-либо о нем. Фотографии были изъяты в январе 2000 года, когда по одним сведениям сотрудники российского ФСБ, по другим сотрудники грузинской госбезопасности приехали в Метехи и, согласно показаниям местных жителей, долго расспрашивали про Володю Путина. Итак, Вера Николаевна Путина отвезла своего сына родителям, Анне Ильиничне и Михаилу Илларионовичу.
Те, в свою очередь, почти сразу передали его своему бездетному родственнику Владимиру Спиридоновичу Путину, который и стал родным отцом будущего президента России. Владимир Спиридонович увез Володю в Ленинград, а Вере Николаевне сказали, что сына отдали в интернат. После того, как я увезла его к родителям, вспоминала Вера Николаевна, позже мой отец заболел и ребенка отдали в интернат. В плане образования годы обучения в местной грузинской школе оказались потраченными впустую. В Метехе, кстати, ребенка звали Набичвар, что по-грузински значит незаконно рожденный. В Ленинграде вместо 4 класса Володя, которому через месяц с небольшим исполнялось 10 лет, пошел 1 сентября 1960 года в 1 класс. Именно тогда пришлось изменить год его рождения в метрике с 1950 на 52, видимо, чтобы не травмировать ребенка. С этого вот момента и ведет отсчет официальная биография Путина с 1 сентября 1960 года. В КГБ СССР с особой готовностью брали сирот или усыновленных детей, живших не с биологическими родителями. Считалось, что такие молодые люди и девушки, лишенные тепла и защиты родителей, часто своими родителями брошенные и преданные, прошедшие из-за этого через тяжелые испытания жесткой советской жизни, обиженные, униженные, битые, идут в КГБ как в новую семью, потому что ищут настоящей защиты от всех тех злых людей, с которыми сталкивались в детстве и юношестве во всесильной государственной структуре, наводящей страх на всю страну. Юный Путин стал заниматься дзюдо, чтобы защитить себя физически. Он пошел на службу в КГБ, так как считал, что только служба в этой организации сможет сделать его сильным и уважаемым человеком. Многим сейчас уже известен тот факт, что Пынин начинал не в первом главном управлении, как говорит об этом он сам, а в 5-м отделе Ленинградского управления КГБ, занимавшимся промыванием мозгов диссидентов и им симпатизирующих. Проще говоря, этот задавленный шкет со склонностью к садизму всегда очень любил гнобить умных и независимых людей, имеющих твердость во мнении, но по этой самой причине незащищенных в своей стране, где причастность к сильной стае всегда была гарантом того, что тебя не скушают. Сослуживцы отмечали завистливость и сквалыжность Путина. Кстати, по мнению одного из сослуживцев, Володя сильно нервничал в трудных ситуациях. Часто он машинально прятал руки в карманах, очевидно, желая таким образом скрыть свои душевные переживания. В беседах с друзьями и коллегами Путин тех лет любил называть себя типичным представителем красной бюрократии и с гордостью рассказывал об активном участии некоего своего деда в революционных событиях в Санкт-Петербурге в октябре 1917 года. В КГБ Путин всегда был на вторых ролях, начиная с завхоза ДК в ГДР. Затем, когда ему позволили сесть в руководящее кресло ФСБ, он контролировался теми, кто ему это позволил сделать. Большинство политиков приходят на политический Олимп, пройдя интересную школу жизни. Кто руководя большими предприятиями или партиями, кто достигнув в своем деле определенных вершин и виртуозности. Но все это не про Путина. При Собчаке наш пациент оставался в тени вечным портфеленосцем. Он серый, ничем не примечательный и завистливый клерк. Из-за своего маленького роста, не выдающихся физических данных, посредственности ума и застенчивости его постоянно чмырили, поэтому в его подлой душонке долго накапливались злоба, обида и зависть более удачливым коллегам. По тем немногим воспоминаниям свидетелей начала его карьеры можно судить, как относились к нему сослуживцы, одаривая Володю разного рода прозвищами, отражающими суть этого кадра. Окурок, крысенок, Капутин или Хапутин, Беспредельщик, Володя Малый или Ути-Пути. Это только самые известные наименования нашего персонажа за немецкие и ленинградские периоды. Из-за постоянного беспорядка на своем рабочем столе, а также со склонностью Путина медленно собираться, его называли Капуша. Он постоянно опаздывал, но перед своим шефом Путин всегда сохранял лицо убежденного коммуниста. В ленинградском УКГБ у Путина была кличка Моль, а во время работы у Собчака Штази. Найдете Моль на этом снимке?
Моль нелегко обнаружить, еще труднее от нее избавиться. Все последние годы Пыня демонстрирует полнейшее отсутствие способности сопереживать и болезненно обидчив. Но более тревожным сигналом является отсутствие у него чувства страха и удовольствия, которое он получает от риска, что означает, что ему нравится травить людей, которых он считает своими врагами. Исходя из этого, мы можем заключить, что перед нами ярко выраженный пример социопата с параноидальными наклонностями. Однако мы не можем знать, что он думает на самом деле. Его окружение очень тщательно пытается сохранить его образ. Проблема также и в том, что ни одного профессионального анализа его психики не существует. Другой вопрос, который возникает у меня сразу: почему же он так популярен у многих людей даже до сегодняшнего дня? Ответ очевиден: потому что он предлагает именно то, что нужно людям, которых сотни лет угнетал сперва монархический, а потом и советские режимы. Понятно, что в России этот вывод многим не понравится, но так выглядит успех Путина с точки зрения неврологии. Это обусловлено эпигенетически. Люди, подвергавшиеся насилию, не могут жить без сильной руки, без диктатора. Его харизма базируется на том, что в каком-то смысле ему на все наплевать. Все будет так, как я хочу, и вам придется с этим смириться. У него есть чувство миссии, которое трансформируется в национализм. И хотя он не сочувствует народу искренне, он понимает, чего хотят люди. Все по отдельности нормально, но вот эта комбинация таких черт становится болезненной патологией. В наши дни стареющий любитель целовать мальчиков в живот остался в одиночестве, в некоторой изоляции, разделить которые теперь участь всей страны и каждого. У него нет по-настоящему преданных партнеров. Есть лизоблюды и подпевалы. В принципе, он не владеет ситуацией, действует на ощупь, ситуативно. Его персона крайне удобна для более предприимчивых воров, которые остаются в тени. При нем легко воровать, находясь в системе. У многих есть версия, что его теневое окружение не станет терпеть его долго, так как старческая деменция посетила этого мужичонку, и прятать этот недуг становится все труднее и труднее. Однако хунта не заинтересована в показательном процессе в той же самой Гааге, потому что этот сморчок крайне труслив и беспринципен. При первом же допросе он откроет все имена, пароли и явки. Для того, чтобы его обыграть, не нужно многого ума, достаточно всего лишь приторно похвалить этого человечка. А затем, непринужденно и без всяких проблем заманить его в очередные селки, играя на честолюбии и тщеславии, а также комплексах неполноценности. Вспомните все эти инфоповоды, которые льются после каждого хлопка по плечу по поводу того, как кто-то пожал его ручку и так далее. Очень тяжело быть всю жизнь чмырем, затем залезть под конец жизни на престол, с которого и слазить трудно, ибо высоко и боязно, да и без фатальных последствий слезть оттуда уже не получится. А Путин войдет в историю. Но не так, как ему хотелось бы, а как крупнейший вор в истории страны, обычный диктатор третьего мира по типу Мубарака, Мугабе или папаши Дювалье на Гаити.